You have to understand that before a client buys your product. Вы просто должны понимать, что прежде чем клиент купит ваш продукт. I'm answering your question. Сейчас на ваш вопрос отвечаю. Before the client buys your product, Прежде чем клиент купит ваш продукт, he has to buy 5 different things. он должен купить 5 разных вещей. I call those the 5 buying factors. Я называю это 5 факторов покупки. And depending if you work in sales or marketing, you need to know those 5 different buying factors. И если вы работаете в продажах или в маркетинге, вы должны понимать, что это за 5 факторов покупки. So I'm going to show you the 5 buying factors and then I will answer your question. Я хочу вам показать эти 5 факторов, и потом я уже конкретно дам ответ на этот вопрос. If I am a salesperson or if I am on the phone and I talk to a potential client, если я продавец, и я разговариваю с потенциальным клиентом, или лично, или по телефону, I need to know that the client is going to buy 5 different things before he buys my product. я должен осознавать, что клиент должен купить 5 разных вещей, то есть согласиться относительно 5 разных вещей, прежде чем он купит мой продукт. Before he decides to buy. Прежде чем он примет решение окончательно о покупке. And the first thing that a potential client buys, И в первую очередь, что покупает потенциальный покупатель? Что это? Продавца. me. Меня. Ну да. Компанию. Вас, да. Not the company. Не компанию еще пока. You. А вас. Второе компанию покупает. And the Производитель. second, Второе. only the second, На втором месте. is the company, the Это image. компания и имидж компании. But the first thing that the client will buy is always the person who talks to the client. Но в первую очередь человек всегда покупает того, с кем он разговаривает. That's why the job of a salesperson is so important. Именно поэтому работа продавца настолько важна. Now, when it comes to marketing, Теперь, когда мы доходим до маркетинга, see, the second thing that the client is buying is image, reputation. на втором месте, что покупает клиент, это имидж, это репутация компании. So from a marketing viewpoint, that's the first thing you need to push. Поэтому с точки зрения маркетинга, это первое, на что вам нужно нажимать, что вам нужно продвигать. If a client does not have confidence in the reputation of a company, Если у клиента нет уверенности в репутации компании, you can have the best product on the market. у вас может быть самый лучший продукт на рынке, He is not going to buy it from you. но он у вас не купит. He'll buy it from someone else. Он просто купит у кого-то другого. So the reputation is extremely important. Поэтому репутация невероятно важна. That's why Именно поэтому you need to work on PR in order to develop reputation. нам нужно работать над пиаром для того, чтобы развить репутацию, чтобы усилить свою репутацию. И мы с вами тоже об этом поговорим. Then the next thing that the client is really buying Следующим пунктом, что на самом деле покупает клиент, is indeed the product. это уже касается самого продукта, это сам продукт. That doesn't mean you should not put attention on this. It means only that it's a number 3. Это не значит, что на продукт не нужно внимание направлять. Это просто значит, что продукт идет третьим пунктом. And it is important to give a good reputation on the content of your service, of your information. И, конечно, важно, чтобы у вашей услуги, вашего товара, содержания вашего была хорошая репутация. But unfortunately, Но, к несчастью, people buy this first, this second, and then buy the product. люди в первую очередь покупают это, потом это, и только уже на третьим пунктом идет продукт. Customers who are very happy with you, Клиенты, которые очень рады работе с вами, очень довольны вашей работой, who continue to buy from you. которые продолжают у вас покупать снова и снова. Why do they continue to buy from you? Почему они продолжают у вас покупать? Of course, because they are happy with the product. Конечно, потому что они довольны вашим продуктом. But Но you'll find out вы that обнаружите, you lose a lot of clients, что вы теряете большое количество клиентов. and it has nothing to do with your product. И на самом деле это не связано с вашим продуктом. То есть они не из-за продукта могут уходить. As a matter of fact, На самом деле 82% of clients you lose, 82% клиентов из тех, которые ушли, it's not because they complain about your product.
То есть вот ушло какое-то количество, 82% из них жалуются не относительно продукта. Do you know why? Знаете, почему они ушли? Why do you lose 82%. 82% of your clients? Почему из ушедших, какова причина 82% ушедших клиентов? You lose 82% of them because they complain 82% клиентов ушедших жалуются of a bad customer service. на плохое обслуживание. They complain Они жалуются, they were not well treated. что с ними плохо обращались. They were not well treated. То есть их основная жалоба у 82%, что с ними Which плохо обращались. means А это значит, someone что кто-то did not do a good job. плохо выполнил работу, не выполнил свою работу хорошо. Me, it can be the salesperson, Что вот мы здесь пишем, да, я. customer service Это может department, быть продавец, это может быть отдел по обслуживанию Technician. покупателей, это может быть вообще какой-то технический специалист, или там работник доставки, или кто угодно. Now, the 4 and 5, I'm saying this mostly for salespeople. Я вот сейчас дальше еще скажу, это уже в основном для продавцов будет. The fact that he likes the salesperson, that he likes the company, and he likes the product, does not mean he's going to buy. Тот факт, что человеку понравился продавец, что ему нравится компания, ему нравится продукт, еще не означает, что он купит. He still needs to be closed on something important. Он еще должен согласиться на еще две вещи. But it's number 4, it's not number 1. И вот это сейчас хочу отметить, что это будет только 4-й пункт, это не 1-й пункт. Is my mic on? У меня микрофон работает? Да. Yes? Oh, okay. And number 4 Итак, 4-й пункт. is the price. Это цена. He still has to be closed on the price. То есть ему еще нужно продать цену. If he loves the company and he loves the product, but it's way too much money for him, Если ему нравится компания, ему нравится продукт, ему нравится продавец, но это для него просто слишком много денег, he's never going to get closed. то вы не сможете заключить с ним сделку. And then, I'm just saying this for salespeople, Вот это я сейчас говорю для продавцов. even if he loves all of those things, Даже если ему все вот это нравится, there's still one thing missing. есть еще одна вещь, еще не хватает одной вещи. When Когда? still has to make a decision. То есть еще нужно принять решение. If he's not making a decision, it's not going to happen. Если он не принимает решение, этого не произойдет. That's why when I give a sales seminar, Поэтому, когда я провожу семинар по продажам, and today is not a sales seminar, сегодня у нас не семинар по продажам, I always say я всегда говорю, the job of a salesperson работа продавца is to help the client помочь клиенту make the right buying decision. принять правильное решение о покупке. That's the job of a salesman. И именно это и является работой продавца. The job of marketing Работа маркетинга is to attract the client привлечь клиентов and make him want your product. и добиться того, чтобы он захотел получить ваш продукт. But he still has to buy it. Но ему все еще нужно его купить. You see the difference? Понимаете, в чем разница? So, Apollon, to answer fully your question, И чтобы полностью ответить на вопрос Аполлона, you have to promote the company together with promoting your product. нужно продвигать компанию вместе с продвижением продукта. Because if you only promote the product, Потому что если вы продвигаете только продукт, some people may want that product, некоторые люди могут захотеть получить этот продукт, but they may end up buying it from another company. но они в конце концов могут купить что-то похожее у другой компании. Does that make sense? Понимаете? Right? So this is very important. There's a sequence. Поэтому очень важно, вот у нас есть эта последовательность. Yes. Да. Вопрос по поводу 4-го пункта. Цена. Здесь нужно доказать продавцу, что эта цена не такая же велика за этот продукт, либо здесь она должна быть дешевле, чем у конкурента. It doesn't have to be cheaper, but you can prove that even if it's more expensive, it's actually То cheaper. есть ваша цена не обязательно дешевле, чем у конкурентов, но продавец должен уметь доказать, что даже если она не дешевле, то в общем, в итоге она все равно получается меньше, чем у конкурентов. Let me ask you this. Вопрос вам задам.
Balance Club, is your product cheaper than the competition? Вот баланс-клуб, ваш продукт, он дешевле, чем у конкурентов? Нет. No, it's more expensive. Он дороже, But но it's cheaper. на самом деле он дешевле. Просто тратим. В денежном выражении он для клиента дешевле, но по его стоимости он однозначно дороже. Overall, it's really cheaper. Стоимость Exactly. оценки. The value is much higher, right? Ценность продукта просто выше. Again, this is not a sales seminar, so I don't want to get into the details. Опять же, это не семинар по продаже, поэтому я не хочу очень подробно это рассматривать. But what I'm trying to explain is there's a sequence Но я просто пытаюсь вам объяснить, что есть вот эта последовательность. for the customer to make a buying decision. И это последовательность, как клиент принимает решение о покупке. He needs to go through those different Ему steps. нужно пройти по этим разным шагам.